Привет всем! Сегодня рецепт очень вкусных эклеров с тремя разными начинками. Первое – заварной яблочный крем. Крем получается с нежным яблочно-сливочным вкусом. Вторая начинка – классический заварной крем. Третья начинка – взбитые сливки с вареным сгущенным молоком и грецкими орешками. Тесто для эклеров в этом рецепте получается всегда, даже новичок справится. Я много рецептов попробовала, пока не нашла этот рецепт. Это идеальное тесто для эклеров. Начну с теста. Ингредиенты. Молоко 125 мл, вода 125 мл, масло сливочное 110 грамм, мука 140 грамм, яйцо куриное 5 штук, сахар 5 грамм, соль 4 грамма. Выливаем в кастрюльку молоко, воду, добавляем масло, сахар, соль. Ставим на плиту, доводим до кипения. Как только молоко закипело, ставим печь на минимальный режим. Высыпаем сразу всю муку и интенсивно перемешиваем. Когда тесто станет однородным, подсушиваем 2-3 минуты. Перекладываем тесто в посуду, в которой вам будет удобно взбивать миксером. Даем остыть примерно до 60 градусов. В остывшее тесто добавляем по одному 5 яиц. Добавляем одно яйцо, взбиваем миксером до однородности. Тесто должно получиться гладким, блестящим, в меру густым. Если получилось очень густым, можно добавить еще одно яйцо или половинку. Перекладываем тесто в кондитерский шприц или мешок. Отсаживаем тесто на противень. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут. Затем даем 2 минуты отдохнуть в отключенной духовке. Я выпекаю в режиме конвекции. Вот какие красавчики получились. Ингредиенты для яблочного заварного крема. Яблоки 400 грамм, масло сливочное 200 грамм, сахарная пудра 120 грамм, желток яичный 3 штуки, крахмал кукурузный 30 грамм, сливочная ваниль 2 мл. Очищаем яблоки от кожуры. Нарезаем мелким кубиком или дольками. Кладем яблоки в кастрюльку, добавляем сахарную пудру, перемешиваем. Варим до состояния пюре. Если яблоки готовы, но не стали пюре, можно пробить блендером. Добавляем в яблоки крахмал, 3 желтка и ваниль. Завариваем заварной крем. Остужаем. Взбиваем размягченное сливочное масло в пышную пену. Добавляем частями яблочный крем. Взбиваем миксером до однородности. Начиняем эклеры. У крема настолько яркий вкус, что их не обязательно покрывать глазурью. Я посыпаю просто сахарной пудрой.
Следующий рецепт эклеров с классическим заварным кремом и шоколадной глазурью. Ингредиенты. Молоко 600 мл, сахар 120 грамм, желток яичный 4 штуки, крахмал кукурузный 40 грамм, сливочная ваниль 2 мл. Выливаем в кастрюльку молоко, ставим на плиту закипать. Оставляем примерно 50 мл молока, добавляем сахар, желтки, крахмал, ваниль. Тщательно перемешиваем. Выливаем получившуюся смесь в кипящее молоко и очень быстро помешивая завариваем заварной крем на минимальном огне около 3 минут. Как только крем посветлел и увеличился в объеме, снимаем с плиты, остужаем. Начиняем эклеры. Готовим шоколадную глазурь. Ингредиенты. Шоколад темный 100 грамм, масло сливочное 15 грамм, сливки 33% жирности 30 грамм. На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло сливки, перемешиваем до однородности. Обмакиваем сверху в шоколадную глазурь. Все, вкуснейший эклер готовы. Следующий рецепт. Эклеры с кремом со сливками, с вареным сгущенным молоком и грецкими орешками. Ингредиенты. Сливки 33% жирности 450 мл, молоко сгущенное 350 грамм, орехи грецкие 100 грамм. Взбиваем холодные сливки до твердых пиков. Добавляем частями сгущенное молоко, взбиваем миксером. Добавляем обжаренные, очищенные, измельченные орешки, перемешиваем. Начиняем эклеры. Обмакиваем сверху в шоколадную глазурь. Посыпаем сверху грецкими орешками.
Мне нравятся все эти крема, все очень вкусные. Напишите в комментариях, какие начинки готовите вы. Интересно попробовать что-нибудь новенькое. С вами была Мария, спасибо за внимание, всем пока-пока.